Сегодня мы обсудим новые взгляды на черные дыры, обычные черные дыры и их имитаторы. Эти концепции возникают в ответ на фундаментальную проблему классической модели. Наличие сингулярности, точки бесконечной плотности и кривизны, где законы физики нарушаются. Поскольку бесконечность не наблюдается в реальном мире, физики ищут более последовательные описания. Вместо сингулярности предлагается два основных пути. Первый – регулярные черные дыры. У них сохраняется захваченная область и внешний горизонт, но в центре находится ядро с конечной, хотя и экстремальной плотностью. Это может быть результат отскока коллапсирующей материи, горловина червоточины или даже область, асимптотически приближающаяся к пустому пространству. Второй путь – имитаторы черных дыр. Это объекты, которые внешне почти неотличимы от черных дыр, но не имеют горизонта событий вообще. Вместо него у них есть физическая или мягкая поверхность, с которой может отражаться свет и гравитационные волны. Примеры включают гравастеры, бозонные звезды или проходимые червоточины. Формирование таких объектов, вероятно, связано с эффектами квантовой гравитации, появлением экзотических состояний материи или модификациями самой теории гравитации в режимах сильного поля. Особенно интересна их динамика. Имитаторы при аккреции могут коллапсировать в регулярные черные дыры, а регулярные черные дыры, испаряясь через излучение Хокинга, могут в конечном счете оставить после себя стабильный остаток, возможно, в виде имитатора. Однако эти модели сталкиваются со значительными трудностями. Внутренние горизонты подвержены нестабильности инфляции массы, экстремальные горизонты неустойчивости Аритакиса, а сверхкомпактные симуляторы могут обладать стабильными фотонными кольцами, что потенциально приводит к нелинейной турбулентности. Понимание этих неустойчивостей критически важно для определения того, какие конфигурации, вероятно, будут долгоживущими, а какие представляют собой лишь кратковременные фазы гравитационного коллапса. С точки зрения наблюдений, поиск таких объектов ведется по двум основным каналам – гравитационные волны и электромагнитная визуализация. Потенциальные признаки новой физики включают отголоски в сигналах гравитационных волн от слияний, дополнительные фотонные кольца на изображениях, полученных с помощью телескопа Event Horizon Telescope, тепловое или нетепловое излучение от поверхностей симуляторов, отклонения в спектре квазинормальных мод. Основная проблема заключается в отделении этих сигналов от астрофизического фона, неопределенностей в физике аккреционных дисков, состояния намагниченности плазмы и профиля излучения. Однако с запуском обсерваторий нового поколения, таких как лазерная интерферометрическая космическая антенна ЛИСА, телескоп Эйнштейна и телескоп горизонта событий нового поколения, у нас появился реальный шанс проверить эти идеи. И если они подтвердятся, это не просто дополнит общую теорию относительности, но и изменит саму природу черных дыр. Наша история начинается не в глубинах космоса, а на полях сражений Первой мировой. Именно там, в 1915 году, немецкий физик по имени Карл Шварцшильд служил в армии. Работая над расчетами траекторий артиллерийских снарядов, он каким-то образом нашел время, чтобы заняться одной из самых глубоких идей, когда-либо задуманных новой теорией, общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Эйнштейн только что опубликовал свои уравнения, описывающие, как гравитация была не силой, а искривлением самого пространства-времени. Это была революционная концепция, и уравнение было очень трудно решить. Тем не менее, Шварцшильд, совершив выдающийся интеллектуальный подвиг, нашел самое первое точное решение. Это был момент, который навсегда изменил наше понимание космоса. Решение Шварцшильда описывало гравитационное поле
вне одиночной, не вращающейся сферической массы, такой как звезда или планета. Для большинства объектов, таких как наше Солнце, его математика прекрасно описывала плавную кривизну пространства-времени, которая удерживает планеты на своих орбитах. И это было прекрасное подтверждение теории Эйнштейна. Однако, скрытое в его элегантных уравнениях, было нечто глубоко странное, нечто, что даже сам Эйнштейн не хотел принимать. Решение предполагало, что если бы можно было сжать достаточно массы в достаточно малом пространстве, кривизна пространства-времени стала бы настолько экстремальной, что она по существу разорвала бы дыру в самой ткани Вселенной, создав объект бесконечной плотности. Это было теоретическое рождение черной дыры. Математика Шварцшильда указывала на критическую границу, радиус которой теперь носит его имя. Если бы звезда сжалась до размера меньшего, чем ее радиус Шварцшильда, ее собственная гравитация стала бы ошеломляюще мощной. Она продолжала бы сжиматься, становясь все меньше и меньше, пока не сжилась бы в бесконечно малую точку. Это было математическое курьез, монстр, скрывающийся в уравнениях иначе элегантной теории. Десятилетиями многие физики, включая Эйнштейна, считали это просто математической странностью, чем-то, что не могло существовать в реальной физической вселенной. Они думали, что какой-то неизвестный физический процесс обязательно вмешается и предотвратит такую катастрофу. Но Вселенная, как это часто бывает, оказалась гораздо более странной и удивительной, чем мы себе представляли. Теперь мы знаем, что эти объекты не просто математические причуды, они очень реальны. Когда у массивных звезд заканчивается топливо, их ядра коллапсируют под собственным огромным весом, и если они достаточно массивны, ничто не может остановить коллапс. Они сжимаются за пределы своего радиуса Шварцшильда и исчезают из наблюдаемой Вселенной, оставляя после себя только свое огромное гравитационное притяжение. Расчеты Шварцшильда, сделанные во время войны, невольно дали первый взгляд на один из самых экстремальных и загадочных объектов в космосе, подготовив почву для столетия умопомрачительной физики и космических исследований, которые продолжаются по сей день. Чтобы по-настоящему разгадать загадку черной дыры, нам нужно разобраться с двумя ключевыми понятиями, которые вытекают из математики Шварцшильда – горизонт событий и сингулярность. Начнем с горизонта событий. Вы можете представить его как точку невозврата. Это не физическая поверхность, которую можно потрогать или на которой можно стоять. Вместо этого это односторонняя граница в пространстве-времени. По мере приближения к черной дыре гравитация становится все сильнее и сильнее. Горизонт событий – это точное расстояние от центра, где гравитационное притяжение становится настолько огромным, что скорость убегания, скорость, с которой нужно двигаться, чтобы выбраться, превышает скорость света. А поскольку ничто во Вселенной не может двигаться быстрее света, все, что пересекает горизонт событий, оказывается в ловушке навсегда. Представьте, что вы находитесь в космическом корабле и наблюдаете, как ваш отважный друг отправляется к черной дыре. По мере приближения к горизонту событий вы заметите очень странные эффекты. С вашей безопасной позиции его часы будут тикать все медленнее и медленнее. Свет от его корабля будет становиться краснее и тусклее. Когда он достигнет границы горизонта событий, он, казалось бы, застынет во времени, постепенно исчезая, пока вы больше не сможете его видеть. Однако, с его точки зрения, ничего особенного не произойдет в тот момент, когда он пересечет горизонт. Он просто проплывет через эту невидимую линию, не подозревая, что только что прошел точку невозврата и запечатал свою судьбу в объятиях черной дыры. Оказавшись внутри горизонта событий, все пути ведут в одном направлении – внутрь, к центру. Пространство-время настолько искривлено,
что направление к центру больше не является направлением в пространстве, а является направлением во времени. Подобно тому, как всех нас неумолимо тянет в будущее, все, что находится внутри горизонта событий, неумолимо тянет к ядру черной дыры, и в этом ядре находится вторая, еще более озадачивающая концепция – сингулярность. Согласно общей теории относительности, сингулярность – это точка нулевого объема и бесконечной плотности. Это место, где вся материя, когда-либо упавшая в черную дыру, сжимается в бесконечно малую точку. Это место, где наши законы физики, как мы их сейчас понимаем, полностью разрушаются. Эта идея сингулярности – это то место, где красота теории Эйнштейна сталкивается с математической стеной. Точка бесконечной плотности означает, что такие величины, как кривизна пространства-времени, становятся бесконечными. В физике, когда вы сталкиваетесь с бесконечностью, это обычно красный флаг. Это признак того, что ваша теория неполна и выходит за пределы своих возможностей. Это как попытка делить на ноль на калькуляторе. Машина просто выдает сообщение об ошибке. Сингулярность в сердце черной дыры – это сообщение об ошибке природы. Она говорит нам, что для того, чтобы по-настоящему понять, что происходит внутри черной дыры, нам нужна новая, более полная теория гравитации, которая сможет справиться с такими экстремальными условиями. Карл Шварцшильд нашел первое нетривиальное точное решение уравнений Эйнштейна всего через несколько месяцев после их публикации в 1915 году. Однако научному сообществу потребовались десятилетия, чтобы полностью осознать физические следствия этого решения. Его интерпретация потребовала разработки принципиально новых понятий, таких как горизонты событий и сингулярности пространства-времени, которые не имели аналогов в предшествующей физике. Благодаря вкладу нескольких поколений исследователей, эти идеи сегодня стали неотъемлемой частью стандартного инструментария релятивистов. Решение Шварцшильда описывает гравитационное поле снаружи сферически симметричного неподвижного тела, которое может либо иметь конечный размер, либо быть точечной частицей. В последнем случае решение Шварцшильда содержит сингулярность пространства-времени, окруженную горизонтом событий. Оба этих элемента являются определяющими характеристиками стандартной черной дыры, для которой решение Шварцшильда служит простейшим представителем. Парадоксальным образом и горизонты событий, и сингулярности пространства-времени обычно рассматриваются как математические идеализации, которые, несмотря на свою полезность в качестве приближений к реальности, не отражают полностью физическую суть явления. В частности, телологическая природа горизонтов событий делает их принципиально недоступными для обнаружения в любом эксперименте конечной продолжительности. Аналогично, сингулярности пространства-времени, как правило, интерпретируются как признак неполноты нашего понимания поведения пространства, времени и материи в экстремальных условиях. В основе обоих понятий лежит идея бесконечности. Горизонты событий связаны с бесконечным временем. Внешний наблюдатель никогда не увидит, как горизонт формируется за конечное время. Сингулярности пространства-времени соответствуют бесконечной кривизне, или, что эквивалентно, бесконечной плотности энергии и материи. Ожидается, что эти идеализации будут заменены более адекватными концепциями по мере того, как бесконечности будут замещены конечными величинами в рамках более фундаментальной теории. В результате стандартные черные дыры в общей теории относительности широко считаются математическими идеализациями. Хотя эта концепция оказалась чрезвычайно эффективной и сыграла ключевую роль как в математической, так и в наблюдательной физике. Поиск менее идеализированной ненсингулярной основы для физики черных дыр
является вполне обоснованным. Перефразируя Стивена Хокинга, это намекает на то, что черные дыры следует переопределить как метастабильные связанные состояния гравитационного поля. Хотя полная ненсингулярная парадигма, способная конкурировать со стандартной, пока остается недостижимой, десятилетия исследований привели к важным частичным результатам и глубоким инсайтам. Настоящая работа представляет собой всесторонний обзор этой области исследований с акцентом на недавние достижения и перспективы будущего. Содержание сформировано в ходе структурированной недельной программы, проведенной в Институте фундаментальной физики Вселенной в Триесте с 11 по 15 ноября 2024 года. Семинар имел инновационную структуру. Каждый день был посвящен изучению конкретной темы, включавшей доклады и специальную дискуссионную сессию, организованную вокруг 3 ключевых вопросов, заранее сообщенных всем участникам. Структура статьи отражает этот подход. Каждый раздел, за исключением введения, заключения и глоссария, соответствует одной из тематических сессий программы, а каждый подраздел отвечает на один из заранее определенных вопросов. Обсуждение предполагает знакомство слушателя с техническими понятиями пространства-времени, и читателям может быть полезно обратиться к глоссарию терминов, приведенному в конце. И вот тут на сцену выходит идея регулярной черной дыры. Это теоретическая концепция, рожденная из желания решить проблему сингулярности. Проще говоря, регулярная черная дыра – это тип черной дыры, которая не имеет сингулярности в своем центре. Снаружи она выглядела бы и вела себя почти так же, как стандартная классическая черная дыра. У нее по-прежнему была бы невероятно сильная гравитация и горизонт событий, граница невозврата. Вы могли бы вращаться вокруг нее, и она бы искривляла свет точно так, как предсказывает теория Эйнштейна. Ключевое различие кроется глубоко внутри ее ядра, скрытого от нашего взора за завесой горизонта событий. Вместо того, чтобы вся материя сжималась в бесконечно плотную точку, модель регулярной черной дыры предполагает, что происходит нечто иное. По мере того, как материя коллапсирует к центру, она достигает точки максимальной, но конечной плотности, а затем, возможно, отскакивает назад или переходит в новое экзотическое состояние материи. Представьте, что вы сжимаете губку. Вы можете сжать ее, сделав меньше и плотнее, но вы не сможете сжать ее до точки нулевого объема. Есть предел. Теории регулярных черных дыр предполагают, что подобный предел существует для коллапсирующей материи, налагаемой законами квантовой гравитации. Центр был бы невероятно плотным ядром, а не истинной сингулярностью. Так из чего же будет состоять это ядро? Здесь теории становятся умозрительными и захватывающими. Некоторые модели предполагают, что ядро – это остаток первоначальной звезды, сжатый в новое состояние материи со свойствами, не похожими на все, что мы можем создать на Земле. Другие, более экзотические идеи предполагают, что ядро может быть вратами в другую область пространства-времени, возможно, в молодую Вселенную или червоточину. В этих моделях то, что попадает в черную дыру, не достигает тупика, а вместо этого переносится куда-то еще. Это обеспечивает потенциальное решение информационного парадокса, поскольку информация не уничтожается, а просто перемещается в место, куда мы не можем получить доступ. Главное отличие заключается в их внутренней структуре. Стандартная черная дыра, как ее описывает только общая теория относительности, подобна воронке, сужающейся до бесконечно острой точки. Все, что в нее попадает, уничтожается на кончике. Регулярная черная дыра, с другой стороны, больше похожа на воронку, горлышко которой, вместо того, чтобы сужаться до точки,
открывается в другое пространство или соединяется с плотным твердым дном. Путешествие внутрь заканчивается не уничтожением, а переходом в новый физический режим. Это делает Вселенную немного менее пугающим и, возможно, гораздо более интересным местом. Как будто обычных черных дыр было недостаточно, чтобы сломать мозг. Существует еще один класс теоретических объектов, который еще больше усложняет картину имитаторы черных дыр. Как следует из названия, это космические объекты, которые выглядят и ведут себя настолько похожи на черные дыры, что их почти невозможно отличить на расстоянии. Они невероятно компактны и массивны, искривляют свет и могут иметь аккреционные диски из вращающегося перегретого газа вокруг себя. Однако у них есть одно критическое отличие – у них нет горизонта событий. Эта, казалось бы, незначительная деталь имеет огромные последствия для физики объекта и для всего, что может на него упасть. Вместо горизонта событий у этих имитаторов может быть физическая поверхность или квантовая атмосфера очень близко к тому месту, где должен был бы быть горизонт событий. Представьте себе объект, который почти коллапсировал до состояния черной дыры, но остановился в шаге от критического радиуса Шварцшильда. Возможно, какая-то новая форма давления, возникающая из квантовых эффектов или экзотической материи, включается в последний момент и предотвращает формирование истинной точки невозврата. В результате получается объект, который находится на самом краю превращения в черную дыру, почти черная дыра, которая имитирует ее свойства почти идеально. Итак, как же мы можем отличить настоящую черную дыру от одного из этих самозванцев? Ключ – это сам горизонт событий. Настоящая черная дыра – это идеальная космическая поглотитель. Материя и энергия могут падать внутрь, но абсолютно ничего не может выйти наружу. Имитатор черной дыры, поскольку у него есть поверхность, отличается. Если материя упадет на его поверхность, удар высвободит огромное количество энергии, вспышку, выброс излучения или, возможно, даже эхо в гравитационных волнах. Настоящая черная дыра просто проглотит материю без следа. Поэтому поиск этих слабых сигналов с самого края этих темных объектов – один из основных способов, которыми мы надеемся отличить настоящее от подделки. Эти имитаторы бывают самых разных теоретических видов. Некоторые называются гравозвездами, которые представляют собой оболочку из экзотической материи, окружающей ядро из энергии вакуума. Другие известны как бозонные звезды, состоящие из гипотетических частиц, называемых бозонами. Хотя это все еще чисто теоретические идеи, они невероятно важны. Если бы мы нашли доказательства существования имитатора черной дыры, это было бы монументальным открытием. Это доказало бы, что наше понимание гравитации неполно, и что в этих экстремальных условиях действуют новые физические законы. Это означало бы, что объекты, которые мы долгое время считали черными дырами, на самом деле могут быть чем-то еще более странным и удивительным. Это подводит нас к увлекательному вопросу: являются ли эти различные состояния — классическая черная дыра, обычная черная дыра и имитатор — фиксированными, или объект может переходить из одного состояния в другое? Ответ, по крайней мере, в области теоретической физики, это предварительное «да», и он открывает мир динамической космической эволюции. Вселенная — это не статичное место, и даже эти самые экстремальные объекты могут меняться на протяжении огромных временных масштабов. Считается, что процессы, управляющие этими трансформациями, коренятся во взаимодействии между гравитацией и квантовой механикой, теми самыми силами, которые мы до сих пор пытаемся объединить. Давайте рассмотрим переход от имитатора к обычной черной дыре. Имитатор черной дыры, как мы уже обсуждали, это объект, который остановился прямо перед формированием горизонта событий.
Он находится в шатком равновесии. Однако это равновесие может быть непостоянным. Если имитатор накопит больше массы, например, поглощая газ от близлежащей звезды или сливаясь с другим объектом, его гравитация в конечном итоге может преодолеть давление, которое его удерживает. В этот момент произойдет окончательный катастрофический коллапс, сжатие за пределами радиуса Шварцшильда. Образуется горизонт событий, и имитатор превратится в настоящую черную дыру, вероятно, обычную с плотным ядром. А как насчет обратного? Может ли черная дыра стать имитатором? Это гораздо более спекулятивная и противоречивая идея, но она не совсем исключена. Одно из самых известных предсказаний о черных дырах принадлежит Стивену Хокингу. Идея о том, что черные дыры не полностью черные, а медленно испаряются в течение огромных периодов времени посредством процесса, известного как излучение Хокинга. Когда черная дыра излучает свою массу, она сжимается. Некоторые теории предполагают, что когда она сжимается до очень маленького размера, квантовые эффекты могут стать доминирующими и остановить процесс испарения, оставляя стабильный, безгоризонтный остаток – имитатор черной дыры. Эта концепция трансформации рисует гораздо более динамичную и живую картину конечной судьбы Вселенной. Вместо того, чтобы черные дыры просто росли, а затем испарялись в ничто, у нас может быть космический жизненный цикл. Звезды коллапсируют, образуя имитаторы или обычные черные дыры. Эти объекты сливаются и растут. За триллионы лет они медленно излучают свою энергию, потенциально превращаясь обратно в стабильные, безгоризонтные остатки. Этот цикл позволяет избежать информационного парадокса, поскольку информация никогда по-настоящему не уничтожается, а либо хранится в ядре, либо медленно высвобождается на заключительных стадиях испарения. Это Вселенная, где ничто не теряется безвозвратно, а лишь преобразуется. Что представляет собой адекватное определение нен-сингулярности? Понятие сингулярности в общей теории относительности по своей природе многогранно, что неизбежно влияет на любое обсуждение того, что означает нен-сингулярная основа. Тем не менее, универсальное ожидание от любой физической теории состоит в ее способности описывать эволюцию физических траекторий гладко, без внезапных разрывов, и обеспечивать конечность всех физических наблюдаемых величин, измеряемых вдоль этих траекторий. Это требование естественным образом приводит к двум ключевым аспектам. Первый аспект – полнота физических траекторий. Фундаментальная теория, претендующая на предсказательную силу, не должна содержать внезапных обрывов для траекторий, по которым движутся реальные физические объекты – частицы, фотоны, наблюдатели. Неполные траектории, не имеющие физического смысла, например, пространственно-подобные кривые, могут быть неполными без ущерба для регулярности теории. Но если траектория пробного тела, падающего в гравитационную яму, внезапно обрывается, это означает, что сама структура пространства-времени перестает быть определенной, и теория теряет предсказательную способность. Второй аспект – конечность физических наблюдаемых величин. Фундаментальная теория должна давать конечные значения для всех величин, которые могут быть измерены вдоль физических траекторий. Плотности энергии, давления, кривизны пространства-времени, градиентов полей. Величины, не имеющие прямого физического смысла или не являющиеся наблюдаемыми, могут расходиться без ущерба для регулярности теории. Но если вдоль траектории реального объекта измеряемая плотность энергии стремится к бесконечности, это указывает на внутреннюю неполноту теории. Хотя эти определения концептуально ясны, их практическая реализация сталкивается со значительными трудностями и не всегда возможна. Основная сложность заключается во внутренней сложности определения полного набора физических траекторий
и наблюдаемых величин для данной теории. Этот набор зависит от множества факторов, от числа и природы дополнительных степеней свободы, от характера их гравитационного взаимодействия, от самой динамики гравитационного поля. Второстепенная, но не менее важная трудность – это вопрос о том, является ли рассматриваемая теория действительно фундаментальной. Например, ударные волны в классической гидродинамике представляют собой чисто математические сингулярности, которые физически регуляризуются при учете молекулярной динамики. Учитывая эти ограничения, прагматичный подход состоит в принятии эвристических критериев, при которых полнота геодезических линий метрики и конечность скалярных инвариантов кривизны рассматриваются как необходимые условия нон-сингулярности. Следует отметить, что в некоторых рамках квантовой гравитации само нахождение физических наблюдаемых может быть нетривиальной задачей и даже фундаментальной проблемой. Кроме того, возможно, что в конкретных теоретических рамках или представлениях геодезические и инварианты кривизны, связанные с данной метрикой, не входят в набор физических траекторий и наблюдаемых. Это могло бы сделать совместимыми с вышеуказанными концептуальными требованиями такие ситуации, как, например, интегрируемые сингулярности. Для иллюстрации полезности этих критериев можно определить классы пространств-времен, которые удовлетворяют им в общем случае. В качестве конкретного примера ниже определяются 3 таких класса, которые следует противопоставить стандартным черным дырам в общей теории относительности. Стандартная черная дыра – это пространство-время, являющееся точным решением уравнений Эйнштейна в вакууме или в электровакууме, или подходящим обобщением этих уравнений. Стандартные черные дыры содержат захваченную область, в которой располагается сингулярность пространства-времени, и эта область ограничена горизонтом событий. Регулярная черная дыра – это пространство-время, которое можно понимать как геометрическую деформацию некоторой стандартной черной дыры. Регулярные черные дыры имеют захваченные области и внешние горизонты, но не содержат сингулярностей пространства-времени. Вместо сингулярности в центре располагается регулярное ядро, которое может быть окружено внутренним горизонтом или представлять собой пространственно подобную горловину червоточины. Захваченные области могут существовать бесконечно долго или только конечное время. В первом случае регулярные черные дыры обладают горизонтами событий и горизонтами Коши. Имитатор черной дыры – это пространство-время без горизонтов, которое также можно понимать как геометрическую деформацию некоторой стандартной черной дыры. Объекты без горизонтов не имеют захваченной области и могут представлять собой ультракомпактные звезды или проходимые червоточины. Граница таких объектов, на которой происходит конечное гравитационное красное смещение, в дальнейшем будет обобщенно называться поверхностью. Следует подчеркнуть, что эта поверхность не обязательно является жесткой. Для объектов с мягкими поверхностями это понятие может быть неоднозначно определено. Приведенные выше классы не претендуют на полноту. Более исчерпывающая геометрическая классификация возможных локальных регуляризаций сингулярностей может быть найдена в соответствующей литературе. Кроме того, существуют дополнительные геометрические возможности, такие как интегрируемые сингулярности, которые в данном обзоре не рассматриваются явно. В общей теории относительности горизонты событий тесно связаны с сингулярностями, что отражено в гипотезе слабой космической цензуры. В отсутствие сингулярностей пространства-времени горизонты событий перестают быть необходимыми для предсказуемости теории и, следовательно, не являются обязательными компонентами при построении регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр.
Захваченная область в регулярных черных дырах может исчезнуть за конечное время, а имитаторы черных дыр вообще не имеют захваченных областей. Существуют ли динамические процессы, позволяющие переходить от регулярных черных дыр к имитаторам черных дыр и наоборот? Да, существуют правдоподобные динамические процессы, позволяющие осуществлять переходы в обоих направлениях. Во-первых, концептуально правдоподобно, что имитатор черной дыры в конечном счете может коллапсировать в черную дыру. Действительно утверждалось, что это является типичным исходом при аккреции материи и энергии, если поверхность имитатора не способна поддерживать пространственно-подобную эволюцию. Подобные рассуждения часто применяются в мысленных экспериментах, связанных со слиянием имитаторов черных дыр сопоставимых размеров, и нередко опираются на гипотезу обруча. Во-вторых, концептуально возможно, что регулярная черная дыра может динамически эволюционировать в имитатор черной дыры. Захваченная область регулярной черной дыры может исчезнуть за конечное время в результате различных процессов. Следует подчеркнуть, что попытка вытолкнуть классическую черную дыру за пределы экстремальности путем перезарядки или перекручивания привела бы к образованию голой сингулярности, что нарушило бы гипотезу слабой космической цензуры. Возможность такого перехода широко обсуждалась и подвергалась критике в литературе. В отличие от этого, перевод макроскопической регулярной черной дыры за пределы экстремальности, по крайней мере на чисто геометрическом уровне, соответствует образованию имитатора черной дыры, регулярного ультракомпактного объекта, который не подразумевает нарушение гипотезы космической цензуры, поскольку в регулярном случае эта гипотеза не требует принудительного соблюдения. Следует уточнить, что макроскопические имитаторы черных дыр, упомянутые в этом разделе, не являются планковскими остатками, обсуждаемыми в контексте проблемы потери информации, а представляют собой экстремальные или сверхэкстремальные конфигурации с более крупными характерными масштабами. В отсутствие полной динамической основы для регулярных черных дыр мы в настоящее время не можем определить, применимы ли некоторые из аргументов против образования экстремальных или сверхэкстремальных конфигураций, существующие в литературе к рассматриваемому случаю. Физические механизмы, лежащие в основе таких переходов, поняты лишь частично, особенно во втором случае. Более глубокое понимание необходимо для придания физического смысла такому математическому переходу и для расчета соответствующих временных масштабов. Предложенные механизмы перехода регулярных черных дыр в имитаторы включают динамический рост размера ядра со временем, что может быть связано с нестабильностями внутреннего горизонта, такими как инфляция массы и полуклассическое обратное воздействие, или с перекручиванием регулярной черной дыры. Может ли геометродинамическая теория в общем случае устранять сингулярности? В отсутствие доказательств обратного, разумно предположить, что инструменты дифференциальной геометрии и теории поля достаточны для описания нен-сингулярных сценариев. Однако с концептуальной точки зрения устранение сингулярностей не обязательно должно быть универсальной чертой, поскольку в рамках такой основы существует по крайней мере два потенциальных ограничения. Во-первых, данная теория может порождать ненсингулярные пространства-времена из разумных начальных условий, но при этом терпеть неудачу в других случаях. Такое поведение было предложено в качестве необходимого условия самосогласованности гравитационных теорий. Во-вторых, определенные физически значимые ситуации могут потребовать альтернативных подходов, таких как дискретная геометрия для адекватного описания явлений, подобных внутренней структуре черных дыр. На сегодняшний день существуют конкретные предложения геометродинамических теорий, основанных на принципах действия, которые обходят оба этих ограничения. Хотя эти формализмы все еще находятся в стадии разработки,
очевидна ценность понимания ненсингулярной эволюции пространств времен, описывающих реалистичные процессы, такие как гравитационный коллапс или слияние массивных звезд с образованием регулярной черной дыры или имитатора черной дыры. Итак, какие же физические механизмы могли бы предотвратить образование сингулярности и привести к появлению этих обычных черных дыр и их имитаторов? Ответ лежит на переднем крае теоретической физики, в областях, где наши современные теории, как известно, не полны. Наиболее многообещающим кандидатом является теория квантовой гравитации. Общая теория относительности – это классическая теория. Она не включает принципы квантовой механики, такие как принцип неопределенности или квантовые флуктуации. Эти квантовые эффекты обычно незначительны для больших объектов, но в невероятно плотной и энергичной среде, в центре черной дыры, они, как ожидается, станут доминирующими. Одна из идей в области квантовой гравитации заключается в том, что само пространство-время не является гладким и непрерывным, а состоит из дискретных неделимых единиц, подобно пикселям на экране. Это центральная концепция в таких теориях, как петлевая квантовая гравитация. Если пространство-время имеет минимально возможный размер, то было бы невозможно сжать материю до бесконечно малой точки. Коллапс остановился бы, когда плотность достигла бы максимально возможного значения, определяемого этой фундаментальной зернистостью пространства-времени. Сингулярность заменяется областью пространственно-временной пены или квантового отскока, где коллапсирующая материя отскакивает, предотвращая бесконечную плотность, предсказываемую классической физикой. Другая возможность связана с новыми состояниями материи, которые предсказываются некоторыми теориями, но еще не наблюдались. Подобно тому, как экстремальное давление может превратить углерод в алмаз, еще более экстремальные условия внутри коллапсирующей звезды могли бы заставить материю принять совершенно новую конфигурацию. Например, некоторые теории предлагают кварк-глюонную плазму или даже более экзотические формы материи, где фундаментальные частицы ведут себя так, как мы не можем воспроизвести. Эти новые состояния могли бы оказывать достаточно сильное внешнее давление, чтобы противодействовать внутреннему притяжению гравитации, создавая стабильное ядро и предотвращая образование сингулярности. Результатом стала бы обычная черная дыра с ядром, состоящим из этого экзотического вещества. Наконец, некоторые теории изменяют саму гравитацию. Возможно, теория относительности Эйнштейна не последнее слово. Существует множество альтернативных теорий гравитации, которые согласуются с предсказаниями Эйнштейна в условиях низкой гравитации, которые мы проверили, например, в нашей Солнечной системе, но ведут себя по-другому в экстремальных условиях. Эти модифицированные теории гравитации могут быть построены таким образом, что они естественным образом избегают сингулярностей. Они могут вводить новые силы или поля, которые становятся значительными только при невероятно высоких плотностях, обеспечивая необходимое отталкивание для остановки гравитационного коллапса. Каждая из этих возможностей – квантовая гравитация, новая материя или модифицированная гравитация – открывает увлекательный путь для исследований, обещая более глубокое понимание фундаментальных законов Вселенной. Какие известные физические механизмы могут привести к формированию регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр? Предложения по формированию ненсингулярных черных дыр, как правило, требуют включения эффектов, выходящих за рамки общей теории относительности. Эти эффекты часто вдохновлены соображениями полуклассической гравитации или квантовой гравитации.
В рамках эффективного описания такие эффекты могут быть представлены через действие, которое включает либо эффективное содержание материи, нарушающее энергетические условия, либо члены кривизны более высокого порядка, либо и то, и другое одновременно. Некоторые авторы предполагают, что новая физика проявляется уже на этапе формирования горизонта. Например, в предложении о Гравастаре классические черные дыры заменяются имитаторами черных дыр из-за фазового перехода, который приводит к нарушению применимости общей теории относительности вблизи любого горизонта. Аналогичный процесс происходит в предложении о пушистых шарах, фазболах, которое сегодня ассоциируется с туннелированием в микросостояние черной дыры, предотвращающим образование горизонтов. Основная критика подобных предложений заключается в том, что кривизна пространства-времени на этапе формирования горизонта может быть сделана сколь угодно малой для объектов с достаточно большой массой. Следовательно, существование универсального механизма, который бы всегда предотвращал формирование горизонта, представляется маловероятным. Следует, однако, отметить, что вопрос о том, всегда ли кривизна, является надежным индикатором того, что общая теория относительности выходит за пределы своего слабопольного режима, остается предметом дискуссий. Существующие исследования гравитационного коллапса в полуклассической гравитации поддерживают эту точку зрения, хотя экстремальные конфигурации, по-видимому, выступают в роли усилителей квантовых эффектов. Другой режим, в котором предполагается появление новой физики, это достижение планковских плотностей в коллапсирующей материи. Эта идея восходит к работам Сахарова и Глинера, которые предположили, что геометрия де Ситера естественным образом возникает при описании материи при таких экстремальных плотностях. Независимо от них, Бардин ввел модель пространства-времени, которая содержит захваченную область, но при этом остается геодезически полной. Последующие вклады Дымниковой, Хейварда и других исследователей заложили концепцию регулярных черных дыр, в которых отталкивающая сила стабилизирует ядро. Эта отталкивающая сила может иметь различное происхождение, и многочисленные рамки с разными физическими мотивациями привели к геометриям регулярных черных дыр в различных режимах. Примеры включают рамки, основанные на ослаблении гравитационного взаимодействия, дискретности пространства-времени, ограниченности скалярных инвариантов кривизны, полуклассических эффектах или поправках кривизны более высокого порядка. В размерностях строго больше 4 было явно показано, что регулярные черные дыры возникают как вакуумные решения при рассмотрении бесконечных башен поправок кривизны более высокого порядка. Недавние вариации даже исследуют ядра, которые асимптотически пусты, ядра, асимптотически приближающиеся к пространству Минковского. Таким образом, похоже, что не существует недостатков в физических эффектах, которые могут привести к регулярной черной дыре. Однако большинство этих аргументов были сосредоточены на идеализированных ситуациях, таких как статические или сферически симметричные пространства-времена, оставляя без ответа важные динамические вопросы, некоторые из которых рассматриваются ниже. Какие формализмы являются наиболее перспективными для изучения динамических аспектов? Литература, посвященная динамическому формированию регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр, относительно ограничена, особенно за пределами сферической симметрии. Было исследовано несколько моделей, приводящих к формированию сферически симметричных регулярных черных дыр и вдохновленных подходами квантовой гравитации.
В петлевой квантовой гравитации существование минимальной площади приводит к регулярным решениям. В асимптотической безопасности были построены феноменологические модели, включающие ослабление гравитационного взаимодействия и принимающие форму регулярных черных дыр, хотя в некоторых случаях более слабые сингулярности все же сохраняются. Более недавно было предложено уравнение движения, инкапсулирующее зависимость гравитационной постоянной от энергии, вдохновленное программой асимптотической безопасности. Это уравнение может описывать формирование регулярных черных дыр и в некоторых режимах имитаторов черных дыр. Численные симуляции двухмерных регулярных черных дыр, основанные на общем действии дилатонной гравитации, были представлены в литературе. Эти двухмерные симуляции могут быть вложены как сферический симметричный сектор четырехмерных пространств времен, чтобы дать намеки на эти более реалистичные ситуации. Некоторые явные примеры такого вложения были изучены для гравитационных теорий, определенных в размерностях строго больше 4. Последующие симуляции выявили формирование последовательности захваченных и антизахваченных областей, что было предсказано в предыдущем предложении о ненсингулярном гравитационном коллапсе. Существующие эффективные действия могут описывать динамику имитаторов черных дыр с низкой компактностью, таких как бозонные звезды и более недавно черные оболочки. Однако более компактные объекты, которые служили бы лучшими имитаторами черных дыр, ускользнули от подобных подходов. Аргументы в пользу их потенциального формирования остаются частичными и зависящими от модели, опираясь на полуклассическую физику, а также на предложения, такие как гравостары и фазболы. Формализм интеграла по траекториям в лоренцевой метрике также может предоставить ценные сведения о пространстве решений теорий, выходящих за рамки общей теории относительности. Конфигурации с конечным действием, которые не подавляются в лоренцевом интеграле по траекториям, обладают некоторой ненулевой вероятностью формирования, хотя этот подход не дает много информации о детальных механизмах их формирования. Исследования, использующие лоренцев интеграл по траекториям, предполагают, что члены кривизны более высокого порядка имеют решающее значение для устранения сингулярностей, возможно, требуя бесконечного ряда таких членов. Более того, эти исследования наложили ограничения на типы регулярных черных дыр, которые могут возникать в отсутствии материи. Какие вопросы остаются открытыми? Существование принципов действия, приводящих к формированию регулярных черных дыр, в частности, феноменологическое предложение и предложение, вдохновленное асимптотической безопасностью, является важным шагом к пониманию динамических аспектов этих объектов. Численные симуляции формирования регулярных черных дыр теперь доступны, что делает разумным ожидать, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшие разработки и уточнения. Разрыв, который необходимо заполнить, чтобы сравняться с техническим арсеналом и численными прозрениями, полученными для стандартных черных дыр, велик, но это обнадеживает. Он может вскоре сократиться. Имитаторы черных дыр отстают еще дальше, особенно в пределе высокой компактности, в котором эти объекты могут лучше напоминать стандартные черные дыры. Даже когда были идентифицированы конкретные механизмы, правдоподобно ведущие к их формированию, эти механизмы чаще всего не встроены в согласованную рамку, которая позволяла бы исследовать их динамику в ситуациях, не являющихся сильно идеализированными, таких как статические конфигурации. Открытым вопросом является возможное формирование имитаторов черных дыр в результате внутренней эволюции регулярных черных дыр, что идет рука об руку с изучением динамики последних.
Какие известные нестабильности связаны с различными особенностями пространства-времени? Существует несколько потенциальных нестабильностей, связанных с различными особенностями ненсингулярных пространств-времен. Горизонты событий и внешние горизонты нестабильны из-за наличия излучения Хокинга. Это также применимо к медленно эволюционирующим внешним горизонтам. С учетом чрезвычайно долгого временного масштаба испарения для макроскопических черных дыр Шварцшильда, некоторые авторы предпочитают переформулировать обсуждение в терминах метастабильности Хокинга. Стандартный закон температуры для излучения Хокинга модифицируется для регулярных черных дыр. Температура Хокинга сначала увеличивается до максимума, а затем уменьшается, стремясь к нулю для конфигурации, в которой внутренний и внешний горизонты сливаются. В рамках чисто радиативной модели конечное остаточное состояние достигается только асимптотически, за бесконечное время. Горизонты Коши и внутренние горизонты нестабильны из-за наличия нестабильности, известной как инфляция массы. Это также применимо к медленно эволюционирующим внутренним горизонтам, как для классических, так и для полуклассических возмущений. Дополнительная полуклассическая нестабильность на уровне перенормированного тензора энергии импульса была обнаружена для горизонтов Коши всякий раз, когда квадраты поверхностных гравитаций горизонта событий и горизонта Коши не совпадают. Хотя это обсуждалось только в конкретных моделях, объекты с внутренними горизонтами могут быть подвержены кинковым нестабильностям и угловым, лапласовским нестабильностям. Экстремальные горизонты возникают как промежуточные возможности между регулярными черными дырами и имитаторами черных дыр и были предложены как жизнеспособные конфигурации, не страдающие от нестабильностей, типичных для этих двух классов объектов. Однако экстремальные горизонты имеют свои собственные нестабильности. Например, нестабильность Аритакиса – это чисто классический эффект, действующий на уровне волнового уравнения. Существуют также полуклассические аргументы в пользу нестабильности экстремальных горизонтов, хотя возмущения в полуклассическом анализе могут не обязательно давать большие поправки. Физические поверхности или любые другие структуры, заменяющие внешние горизонты, такие как горловины червоточин, имитаторов черных дыр должны эволюционировать либо непричинным, либо нелокальным образом, чтобы избежать формирования внешних горизонтов в присутствии аккреции. Это, следовательно, можно понимать как нестабильность этих конфигураций по отношению к аккреции. Безгоризонтные эргорегионы, имитаторы черных дыр, которые вращаются достаточно быстро, потенциально нестабильны, поскольку отсутствие горизонтов делает эргорегионы нестабильными по отношению к линейным возмущениям. Эта линейная нестабильность может быть подавлена поглощением или очень долгим внутренним временем пересечения светом, которое эффективно имитирует поглощение. Стабильные фотонные кольца, линейные возмущения вокруг стабильных фотонных колец затухают чрезвычайно медленно, что было выдвинуто в качестве гипотезы о нелинейной нестабильности. Наличие стабильных фотонных колец является типичным для достаточно компактных объектов. Однако остается неясным, приводит ли это к нелинейной нестабильности и каков соответствующий временной масштаб. Недавнее исследование указывает на то, что ведущим эффектом является развитие турбулентного поведения. Недавние численные симуляции слияния бозонных звезд в бозонную звезду со стабильным фотонным кольцом не обнаружили следов этой нестабильности в исследованных временных масштабах. Горловины червоточин. Стабильность червоточин изучалась менее подробно по сравнению с другими классами пространств-времен. В частности, когда пространственно подобная горловина червоточины расположена внутри внешнего горизонта,
геометрия, иногда называемая черным отскоком. Нестабильностей не было выявлено, что, возможно, выгодно отличает этот сценарий от других предложений. Тем не менее, горловины червоточин выделяются среди упомянутых альтернативных структур из-за их зависимости от изменения топологии для формирования. Это требование вводит глубокие концептуальные трудности и может даже полностью исключить формирование червоточин в рамках чисто геометродинамических теорий, то есть без обращения к суммированию по топологиям или квантово-гравитационным переходам. Наконец, хотя примечательно, что мы можем вывести наличие нестабильностей, не зная полных динамических уравнений поля, ясно, что мы можем иметь лишь частичное понимание без знания полной теории. Исследование механизмов, описанных в этом разделе, должно быть дополнено полностью нелинейными вычислениями в конкретных моделях. Являются ли нестабильности недостатками моделей или информативными в отношении динамики? Хотя нестабильности часто сигнализируют о потенциальных проблемах с моделью, они также могут служить ценными ориентирами для изучения ландшафта ненсингулярных геометрий. В частности, нестабильные конфигурации можно рассматривать как самое большее переходные фазы в гравитационном коллапсе, в конечном итоге приводящие к тому, что система приходит в стабильную конфигурацию. С этой точки зрения нестабильности могут быть решающими для формирования эволюции коллапсирующей геометрии и для отбора жизнеспособных ненсингулярных долгоживущих основных состояний для нее. Формальные нестабильности всегда, по крайней мере частично, информативны. В некоторых случаях они предполагают, что определенные конфигурации по своей природе переходны. Если нестабильность сигнализирует о прогрессе к удовлетворительному равновесию, ее часто рассматривают как особенность, а не как недостаток. Однако такая интерпретация в значительной степени зависит от конкретной рассматриваемой нестабильности. В других случаях нестабильности подчеркивают ограничения конкретных моделей. Например, они могут указывать на нарушение описания пространства-времени в терминах лоренцевых эффективных метрик, что может потребовать перехода к усредненному или грубому поведению, а не полагаться на идеализированные непрерывные поля. В конечном счете, различные известные нестабильности, будь то быстрые или медленные, по-видимому, сильно ограничивают количество допустимых возможностей равновесия. Конечно, это также зависит от временного масштаба нестабильности. Например, даже если мы включили излучение Хокинга в список нестабильностей, поскольку оно подразумевает, что пространство-времена с неэкстремальными горизонтами событий или внешними горизонтами являются, самое большее, метастабильными и не могут описывать истинное основное состояние гравитационного коллапса. Чрезвычайно долгий, связанный с этим временной масштаб, означает, что этот эффект не имеет наблюдательного значения для астрофизических черных дыр. Для некоторых нестабильностей соответствующие временные масштабы известны. В других случаях временные масштабы не особенно хорошо поняты. Таким образом, ясно, что существуют вопросы, требующие гораздо более глубокого понимания, в частности в отношении соответствующих временных масштабов и динамической эволюции, вызванной этими нестабильностями. Эти вопросы остаются без ответа для большинства известных нестабильностей. Фактически, беглый взгляд на схематическое представление известных нестабильностей для семейств сферически симметричных пространств-времен, интерполирующих между регулярными черными дырами и имитаторами черных дыр, предполагает, что в ненсингулярной парадигме не существовало бы истинного основного состояния, что согласуется с утверждением, что в такой парадигме черные дыры следует определять как метастабильные связанные состояния. В чем разница между динамикой классических и полуклассических квантовых возмущений? Существует значительная разница между обнаружением нестабильности
будь то классической, полуклассической или квантовой, на линеаризованном уровне и получением полного понимания соответствующей динамики. К сожалению, именно полная динамика необходима для исследования нелинейной стабильности, и именно здесь вступают в игру различные конкурирующие временные масштабы. Особенно интересной чертой этих нестабильностей является то, что некоторые из них являются чисто классическими, тогда как другие по своей сути полуклассическими. То, что некоторые из этих явлений включают постоянную Планка, а другие нет, в конечном счете, просто по размерному анализу, является причиной того, что соответствующие временные масштабы могут так сильно различаться. Даже для нестабильностей, которые проявляются как для классических, так и для полуклассических возмущений, таких как инфляция массы, соответствующая обратная реакция, как правило, различна из-за того, что перенормированные тензоры энергии импульса, как правило, нарушают энергетические условия. Следовательно, полуклассические эффекты могут быть антигравитационными, открывая возможность раскрытия захваченных областей. Важность включения вращения для правильного понимания полуклассической обратной реакции в регулярных черных дырах была недавно продемонстрирована. Наконец, хотя обычно, по крайней мере концептуально, можно контролировать источник классической нестабильности и иногда даже выключить его, то же самое нельзя сказать о полуклассических эффектах. Эти эффекты обычно обусловлены квантовыми флуктуациями, которыми нельзя управлять так же легко, как классическими источниками. Какие существуют различные наблюдательные каналы? Новые наблюдательные эффекты возникают в результате модификации двух определяющих элементов стандартных черных дыр – горизонтов событий и сингулярностей пространства-времени. Замена сингулярностей регулярными ядрами приводит к изменениям в кривизне пространства-времени, или, что эквивалентно, в гравитационном поле, которые затухают по мере удаления от ядра. Замена горизонтов событий внешними горизонтами или физическими поверхностями может изменить внешний вид объекта, поскольку внутренняя область либо отсоединяется причинно лишь на конечное время, либо вообще никогда не отсоединяется. Оба этих изменения могут привести к наблюдаемым последствиям в окнах гравитационных и электромагнитных волн. Модификации кривизны пространства-времени по сравнению с метрикой Керра вокруг регулярных черных дыр или имитаторов черных дыр могут быть обнаружены в экспериментах, способных с экстраординарной точностью ограничивать гравитационное поле. Наиболее перспективные каналы – это наблюдение материи и электромагнитных или гравитационных волн в окрестностях сверхмассивных черных дыр, включая стрелец А-звезда в центре нашей галактики. Сюда входят наблюдения звезд на орбитах, пульсаров, света, исходящего из аккреционных дисков и захваченного в изображениях черных дыр, а также гравитационных волн, генерируемых при вращении маломассивного объекта вокруг массивного, так называемых систем с экстремальным соотношением масс. Отсутствие горизонтов событий может иметь разные последствия в зависимости от того, чем они заменены – внешними горизонтами или физическими поверхностями. Поэтому эти случаи следует обсуждать отдельно. Пространство-времена с долгоживущими внешними горизонтами могут демонстрировать ту же самую феноменологию, что и пространство-времена с горизонтами событий в течение сколь угодно длительных интервалов времени. Следовательно, основные наблюдательные последствия в этом случае будут связаны с тем, что захваченная область в конечном счете исчезает и высвобождает все накопленное излучение. Это может привести к вспышкам гравитационного излучения, возможно, квазипериодического характера. С другой стороны, имитаторы черных дыр не имеют захваченных областей, и поэтому их внутренние области не отсоединены причинно от внешнего мира.
Это открывает возможность для электромагнитных и гравитационных волн проникать внутрь и взаимодействовать с внутренней структурой, что может привести к новым эффектам. Для электромагнитных волн эффекты распространения могут привести к появлению новых фотонных колец в изображениях черных дыр, а эффекты взаимодействия к дополнительным фотонным кольцам, а также к тепловому излучению, вызванному нагревом поверхности и внутренней области. Для гравитационных волн эффекты распространения могут проявляться в виде эхогравитационных волн, а также в виде приливного нагрева. Каково текущее теоретическое и наблюдательное состояние каждого канала? Наше понимание различных наблюдательных каналов ограничено отсутствием знаний о динамике регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр. Следовательно, каналы, которые можно анализировать, полагаясь на линеаризованные приближения пробных полей, разработаны лучше. Ниже приводится список конкретных каналов с кратким резюме их текущего состояния. Фаза вращения по спирали в гравитационных сигналах может быть надежно описана в линеаризованной рамке, в том числе для расширений общей теории относительности. Слияния с экстремальным соотношением масс представляют особый интерес из-за иерархии масс двух сливающихся объектов и предлагают четкие возможности для проверки общей теории относительности. Ожидается, что такие события будут частыми источниками для космического детектора гравитационных волн, лазерный интерферометр космической антенны. Вторая фаза гравитационного сигнала, фаза слияния, обычно строится с использованием комбинаций численных, аналитических и феноменологических подходов. Из-за внутренней сложности задачи и отсутствия численной информации для теорий за пределами общей теории относительности анализы фазы слияния крайне редки, хотя эта проблема была рассмотрена в конкретных теориях, таких как гравитация Эйнштейна-Скаляр, Гаусса-Бонне. Спектроскопия черных дыр – это мощная техника для проверки предсказаний общей теории относительности в фазе затухания сигнала. Ее основные преимущества заключаются в том, что предсказания могут быть получены в линеаризованном приближении, в том числе для расширений общей теории относительности, и устойчивы к внешним эффектам. Открытыми проблемами остаются, помимо уже упомянутых вопросов о нелинейностях, определение того, какие эффекты за пределами общей теории относительности могут быть надежно извлечены из данных, собираемых детекторами следующего поколения. Эхо гравитационных волн не является частью сигналов в общей теории относительности, поскольку это явление требует наличия внутренней области, неотсоединенной причинно от внешнего мира, и, следовательно, было бы подлинным признаком физики за пределами общей теории относительности. Поиски эха до сих пор не дали результатов. Существуют значительные теоретические неопределенности относительно этого явления, включая форму отдельных эхо, их временной интервал и общую амплитуду, которая по некоторым аргументам может быть пренебрежимо мало из-за эффектов обратного воздействия, учитываемых только за пределами линеаризованного приближения. Имитаторы черных дыр могут обладать тепловыми свойствами и излучать электромагнитное излучение. Инфракрасные наблюдения сверхмассивных черных дыр, в частности Стрельца А-звезда и Мессье 87-звезда, несовместимы с тем, что эти источники имеют физические поверхности, находящиеся в тепловом равновесии со своей аккреционной средой. Однако достаточно компактные имитаторы черных дыр нельзя исключить из-за экстремального гравитационного линзирования, которое препятствует выходу значительной доли излучения. Открытыми проблемами остаются выход за пределы предположения о равновесии для понимания временного масштаба теплового установления для конкретных имитаторов черных дыр, который в принципе не ограничен. Существование и свойства центрального провала в изображениях черных дыр, известного как тень черной дыры,
являются важными наблюдаемыми величинами для ограничения геометрии пространства-времени. Будущие модернизации телескопа горизонта событий, такие как предложенная следующая генерация телескопа горизонта событий, приведут к количественному улучшению измерений теней. Фотонные кольца в изображениях черных дыр являются существенными наблюдаемыми величинами для разделения астрофизики от физики пространства-времени. Простые модели регулярных черных дыр, имеющие только одну новую физическую шкалу, размер регулярного ядра, обладают большим относительным разделением фотонных колец, тогда как имитаторы черных дыр могут демонстрировать дополнительные кольца. Возможность извлечения информации о числе колец и их разделении из изображений черных дыр остается открытой проблемой. Будущие модернизации телескопа горизонта событий, либо наземные, с высокой чувствительностью, и второй, более высокой частотой, либо космические, с достаточной чувствительностью, могут приблизиться к разрешению фотонных колец в наиболее оптимистичных случаях. В целом, текущие наблюдения могут быть одинаково хорошо описаны вырождением различных теорий или схем приближения, включая общую теорию относительности. Это предполагает, что мы должны, по крайней мере, частично сосредоточить усилия на разработке нулевых тестов для каждой модели. Какие каналы наиболее перспективны с точки зрения будущих экспериментов? И электромагнитные и гравитационные волны чрезвычайно перспективны для проверки отклонений от общей теории относительности. Важно отметить, что эти каналы зондируют совершенно разные режимы. Изображения черных дыр предоставляют информацию об объектах в их стационарной, метастабильной конфигурации и в первую очередь могут зондировать кинематику регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр. Гравитационные волны, напротив, исследуют динамику этих объектов и потенциально могут дать больше информации о новой физике. Однако они также более подвержены неопределенностям, возникающим из-за недомоделированных отклонений в их динамике. Поскольку два наблюдательных канала подвержены разным типам неопределенностей, объединение информации из обоих может быть решающим. Дополнительная мотивация для одновременного использования всех каналов заключается в том, что разные каналы в настоящее время зондируют черные дыры в очень разных диапазонах масс. Теоремы единственности черных дыр могут не выполняться в рамках теорий за пределами общей теории относительности. И действительно, существуют примеры теорий, которые легко допускают большие отклонения от стандартных черных дыр в сверхмассивном диапазоне, в то время как отклонения отсутствуют в звездном диапазоне. Учитывая текущую теоретическую неопределенность относительно областей в пространстве параметров массы и спина черных дыр, где ожидается появление новой физики, важно не ограничивать искусственное исследование различных каналов. Последнее, на чем следует сделать акцент, это то, что текущее теоретическое понимание ограничено отсутствием исследований нелинейной динамики за пределами общей теории относительности или для объектов, отличных от черных дыр, за немногими исключениями, упомянутыми выше. Разработка нелинейных сигналов от слияния регулярных объектов, хотя и потенциально сильно зависящая от модели, теперь необходима. В противовес этому методы численной релятивистики значительно улучшились за последние несколько десятилетий, равно как и количество и качество предсказаний. Хотя, вероятно, мы не сможем получить аналитические результаты в некоторых диапазонах для некоторых явлений, мы считаем, что все же интересно пытаться получать аналитические результаты там, где это возможно, поскольку аналитические результаты позволяют лучше понять происходящее. Каковы наиболее значимые астрофизические неопределенности? Для излучения гравитационных волн основные неопределенности связаны с недомоделированными
или лишь частично смоделированными астрофизическими эффектами, такими как орбитальный эксцентриситет, прецессия, вызванная спином, приливные взаимодействия, микролинзирование и вязкость. Эти эффекты могут быть сопоставимы с отклонениями от общей теории относительности при слиянии регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр и, следовательно, могут играть роль в обнаружении таких отклонений. С другой стороны, внешние эффекты пренебрежимо малы в большинстве ситуаций, хотя они важны для тестов отклонений от общей теории относительности. Напротив, для изображений черных дыр значительные астрофизические неопределенности возникают из-за окружающей среды, в частности, из-за физики аккреционного диска. Существуют большие неопределенности относительно физики аккреционных дисков, включая их состояние намагниченности и роль нетеплового излучения. Отсутствие более точного понимания профиля излучения аккреционных дисков ограничивает возможности извлечения изображений регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр с использованием имеющихся кодов трассировки лучей. Поэтому необходимы значительные усилия, направленные на моделирование этих эффектов. Какие компоненты необходимы для перехода от теоретического к реалистичному моделированию? Для наблюдений гравитационных волн основными задачами являются извлечение сигналов в теориях за пределами общей теории относительности и сравнение с существующими астрофизическими неопределенностями для оценки их обнаружимости. Такой тип анализа уже был выполнен, например, для спектроскопии черных дыр. Поскольку астрофизические эффекты, как ожидается, зависят от источника, анализ популяций событий должен помочь улучшить обнаружимость физики за пределами общей теории относительности. Для изображений черных дыр необходимо построить реалистичные изображения с должным учетом физики аккреционных дисков, а затем смоделировать наблюдения, которые выборочно отбирают изображения в плоскости Фурье. Это оказывает важное влияние на процедуру реконструкции изображения. Данные из смоделированных наблюдений можно затем сравнить с данными телескопа горизонта событий, чтобы определить, могут ли изображения регулярных черных дыр или имитаторов черных дыр обеспечить лучшее соответствие, чем изображение стандартных черных дыр в некоторых ситуациях. Моделирование физики аккреционных дисков можно обойти двумя способами. Первый способ – доступ к фотонным кольцам достаточно высокого порядка, в идеале порядка 2 и выше, поскольку местоположение, из которого исходит излучение, на практике несущественно для этих компонентов изображения. Однако текущие конфигурации массивов телескопов недостаточны для разрешения фотонных колец. Второй способ – использование концепции линзирующих полос для маргинализации по астрофизическим неопределенностям. Для двух пространств времен, у которых линзирующие полосы порядка n не перекрываются, наблюдение, обнаруживающее фотонное кольцо порядка n с достаточной точностью, может исключить одно из этих двух пространств времен. Эта процедура может быть использована для получения консервативных ограничений, которые могут быть улучшены при адекватном моделировании астрофизических неопределенностей. Скрываются ли потенциально наблюдаемые признаки за астрофизическими неопределенностями? Без лучшей оценки характеристик наблюдаемых признаков невозможно дать на этот вопрос окончательный ответ. Однако существующие анализы показывают, что достаточно слабые наблюдаемые признаки действительно могут быть скрыты астрофизическими неопределенностями. Например, было отмечено, что поправки к общей теории относительности должны быть достаточно большими, чтобы не вырождаться с внешними эффектами и, следовательно, быть обнаружимыми с помощью наблюдений гравитационных волн. Для изображений черных дыр концепция линзирующих полос может быть использована для иллюстрации того, что потенциально наблюдаемые признаки действительно могут быть скрыты
астрофизическими неопределенностями, поскольку перекрывающиеся линзирующие полосы для двух разных пространств-времен указывают на вырождение эффектов пространства-времени и материи для фотонных колец. Теоретическая мотивация для построения нонсингулярной парадигмы физики черных дыр, в которой черные дыры не описываются как сингулярное конечное состояние гравитационного коллапса, а скорее как регулярные и метастабильные связанные состояния гравитационного поля, является обоснованной. Эта мотивация не является побочным продуктом наблюдательных аномалий, а вытекает из внутренней логики самой общей теории относительности и ее столкновения с принципами физической предсказуемости и конечности наблюдаемых величин. Более того, необходимый математический аппарат для разработки такой новой парадигмы достигает зрелой стадии. Концепции внешних горизонтов, заменяющих телологические горизонты событий, уже достаточно хорошо формализованы в рамках квазилокальной теории горизонтов. Классы пространств-времен, которые могут возникать в результате регуляризации сингулярностей, регулярные черные дыры и имитаторы черных дыр, были четко определены и исследованы в различных теоретических рамках, от полуклассической гравитации до квантово-гравитационных подходов, таких как петлевая квантовая гравитация и асимптотическая безопасность. Существует также ясное понимание возможных феноменологических возможностей, которые могла бы открыть такая парадигма. Наблюдательные окна, гравитационные волны и изображения черных дыр предоставляют конкретные каналы для проверки отклонений от стандартной картины. Эхо гравитационных волн, дополнительные фотонные кольца, тепловое излучение от поверхности, спектроскопия квазинормальных мод – все эти эффекты являются прямым следствием замены сингулярности на регулярное ядро и замены горизонта событий на причинно связанную структуру. Главное звено, отсутствующее между этими элементами, это динамика. Без полного понимания нелинейной динамики формирования, эволюции и взаимодействия регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр любая теоретическая конструкция остается неполной, а любая наблюдательная интерпретация неоднозначной. Однако в последнее время были достигнуты многообещающие успехи и в этом направлении. Были разработаны эффективные действия, вдохновленные асимптотической безопасностью, которые позволяют описывать динамическое формирование регулярных черных дыр. Были проведены численные симуляции коллапса в рамках дилатонной гравитации, которые показывают формирование последовательности захваченных и антизахваченных областей. Эти результаты, хотя и ограничены сферической симметрией, являются важным шагом на пути к полной динамической теории. Получение прочного понимания динамики в рамках новой парадигмы было бы трансформирующим для всей области. Оно позволило бы не только предсказывать наблюдательные сигналы с высокой точностью, но и отвечать на фундаментальные вопросы о природе гравитационного коллапса, о судьбе информации и о возможном существовании долгоживущих метастабильных состояний гравитационного поля. С другой стороны, существует непрерывный поток поступающих наблюдательных данных, в первую очередь данных гравитационных волн и изображений черных дыр, с некоторой надеждой на получение отдельных оптических данных. Текущие инструменты коллаборации LIGO, Virgo, KAGRA и телескоп горизонта событий уже предоставляют беспрецедентные ограничения на отклонение от общей теории относительности. Запланированные инструменты – космический детектор, лазерный интерферометр космической антенны, наземные детекторы следующего поколения Эйнштейн-телескоп и космический исследователь, а также модернизированный телескоп горизонта событий следующего поколения обещают еще несколько десятилетий будущих данных высокого качества. Эти данные будут чрезвычайно полезны для того,
чтобы не позволить теоретикам слишком далеко отклониться от физической реальности. Хотя взаимодействие с наблюдениями однозначно положительно для теоретических исследований, важно подчеркнуть, что концептуальная мотивация для новой парадигмы физики черных дыр стоит сама по себе. Как и в случае самой общей теории относительности, мотивация для построения новых физических теорий может быть чисто концептуальной. Наблюдательные прорывы могут быть следствием такого процесса, а не его отправной точкой. В целом, будущее области регулярных черных дыр и имитаторов черных дыр выглядит здоровым. В ближайшие годы, вероятно, будут достигнуты критические успехи в понимании их динамики, стабильности и наблюдательных проявлений, что может привести к фундаментальному пересмотру нашего представления о самых экстремальных объектах во Вселенной. Глоссарий терминов «горизонт событий» — это граница области пространства-времени, из которой исходящие световые лучи не могут достичь пространственной бесконечности. Это определение является глобальным и телологическим, поскольку для определения того, находится ли данная точка внутри горизонта событий, необходимо знать всю будущую историю Вселенной. Вследствие этой телологической природы горизонт событий принципиально недоступен для прямого наблюдения в любом эксперименте конечной продолжительности. В ненсингулярной парадигме горизонт событий заменяется на квазилокальные структуры, такие как внешний горизонт, которые определяются только локальной геометрией в окрестности данной точки и не зависят от далекого будущего. Сингулярность пространства-времени. Наивное определение сингулярности – это место бесконечной кривизны. Однако в рамках общей теории относительности более точное и операциональное определение связано с неполнотой геодезических линий. Если существует физически допустимая траектория пробной частицы или светового луча, которая не может быть продолжена за конечное собственное время или афинный параметр, то пространство-время считается сингулярным. На еще более глубоком уровне сингулярность можно определить как точку, в которой некоторая физически измеримая величина становится неопределенной или бесконечной. В ненсингулярной парадигме сингулярность заменяется регулярным ядром, где все физические наблюдаемые остаются конечными, а все физические траектории – полными. Захваченная поверхность. Это замкнутая, пространственно-подобная двумерная поверхность, для которой расширение как входящих, так и исходящих конгруенций нулевых геодезических линий отрицательны. Отрицательное расширение означает, что площадь поперечного сечения пучка света уменьшается по мере его распространения вперед во времени. Таким образом, на захваченной поверхности даже исходящий свет не может разбегаться, он вынужден сходиться. Это чисто геометрическое определение, не зависящее от глобальной структуры пространства-времени, и поэтому оно является локальным и физически значимым. Захваченная область. Это множество всех точек на трехмерной пространственно-подобной гиперповерхности, через которые проходит хотя бы одна захваченная поверхность. Наличие захваченной области является признаком сильного гравитационного поля и является необходимым условием для образования черной дыры в рамках гипотезы космической цензуры. В регулярных черных дырах захваченная область существует, но не содержит сингулярности. В имитаторах черных дыр захваченная область отсутствует, антизахваченная поверхность. Это замкнутая, пространственно-подобная двумерная поверхность, для которой расширение как входящих, так и исходящих конгруенций нулевых геодезических линий положительны. Это означает, что оба пучка света, и входящий, и исходящий, расходятся. Такая поверхность может возникать в процессе гравитационного коллапса в ненсингулярных сценариях, когда внутреннее отталкивающее давление приводит к отскоку материи.
Хотя ранее считалось, что антизахваченные области не имеют астрофизического значения, в современных моделях они рассматриваются как возможные переходные фазы в динамике регулярных черных дыр. Антизахваченная область – это множество всех точек на трехмерной пространственно-подобной гиперповерхности, через которые проходит хотя бы одна антизахваченная поверхность. Ее появление в численных симуляциях ненсингулярного коллапса является важным индикатором того, что коллапс не завершается сингулярностью, а переходит в фазу расширения или стабилизации. Внешний горизонт – это трехмерная поверхность в пространстве времени, на которой расширение исходящей конгруенции нулевых геодезических равно нулю, расширение входящей конгруенции отрицательно, а производная ли первого по направлению второй конгруенции также отрицательно. Этот объект также известен как будущий внешний ловящий горизонт. Он обладает положительной поверхностной гравитацией, что приводит к экспоненциальному отслаиванию исходящих световых лучей. Внешний горизонт является квазилокальной заменой горизонта событий и может излучать излучение Хокинга. В отличие от горизонта событий, он может исчезать за конечное время, если захваченная область закрывается. Внутренний горизонт – это трехмерная поверхность, на которой расширение исходящей конгруенции нулевых геодезических равно нулю, расширение входящей конгруенции отрицательно, но производная ли первого по направлению второй конгруенции положительно. Этот объект также известен как будущий внутренний ловящий горизонт. Он обладает отрицательной поверхностной гравитацией, что приводит к экспоненциальному накоплению входящих световых лучей. Внутренний горизонт подвержен нестабильности, известной как инфляция массы, и является границей области, в которой нарушается предсказуемость классической теории. Экстремальный горизонт – это горизонт с нулевой поверхностной гравитацией. Он возникает в результате тонкой настройки параметров, когда внешний и внутренний горизонты сливаются в один вырожденный горизонт. Экстремальные конфигурации часто выступают в роли промежуточных состояний между регулярными черными дырами и имитаторами черных дыр. Несмотря на отсутствие некоторых нестабильностей, характерных для неэкстремальных горизонтов, экстремальные горизонты подвержены собственной нестабильности Аритакиса, которая проявляется на уровне волнового уравнения. Горизонт Коши – это граница глобально-гиперболической области пространства-времени, то есть граница области, в которой можно задать данные Коши на пространственно-подобной гиперповерхности и однозначно предсказать всю будущую эволюцию. За горизонтом Коши предсказуемость теряется, поскольку в эту область могут попадать сигналы из сингулярностей или других непредсказуемых областей. В регулярных черных дырах горизонт Коши может совпадать с внутренним горизонтом, но его физический смысл сохраняется даже в отсутствии сингулярностей. Световое кольцо – особенность пространства-времени. Это круговая фотонная орбита, траектория, по которой свет может вращаться вокруг компактного объекта по замкнутому кругу. В сферически симметричных пространствах-временах такие орбиты лежат в экваториальной плоскости и являются неустойчивыми. Малейшее возмущение приведет к тому, что фотон либо упадет внутрь, либо улетит наружу. Световые кольца определяют границу фотонной сферы и играют ключевую роль в формировании тени черной дыры и фотонных колец в ее изображении. В имитаторах черных дыр могут существовать как внешние, так и внутренние световые кольца. Причем внутренние могут быть устойчивыми, что приводит к потенциальной нелинейной нестабильности. Фотонное кольцо – изображение черной дыры. Это наблюдаемый эффект в изображении черной дыры, возникающий из-за того, что свет от аккреционного диска или другого фонового источника фокусируется гравитационной ямой центрального объекта.
В результате формируется бесконечная последовательность кольцеобразных структур, каждая из которых соответствует свету, совершившему определенное целое число оборотов вокруг объекта перед тем, как достичь наблюдателя. Порядок кольца обозначается числом n, где n равно нулю – это прямое изображение диска, n равно единице – это первое кольцо и так далее. Свойства фотонных колец, их радиус, ширина, яркость зависят исключительно от геометрии пространства-времени и поэтому являются мощным инструментом для тестирования отклонений от метрики Кера. Линзирующая полоса – это ограниченная область на изображении черной дыры, в пределах которой должно находиться фотонное кольцо порядка n. Эта полоса однозначно определяется геометрией пространства-времени и не зависит от деталей астрофизической среды, такой как профиль яркости аккреционного диска. С увеличением порядка n линзирующие полосы становятся экспоненциально уже, что делает их идеальными для проведения нулевых тестов общей теории относительности. Если линзирующие полосы для двух разных пространств-времен не перекрываются, то наблюдение фотонного кольца с достаточной точностью может исключить одно из этих пространств-времен, независимо от астрофизических неопределенностей. Хотя идеи обычных черных дыр и их имитаторов являются убедительными решениями некоторых глубочайших загадок физики, мы должны четко понимать, мы находимся глубоко на неизведанной территории. Путь от красивой математической теории к подтвержденной физической реальности долог и полон трудностей. Одно из самых больших препятствий заключается в том, что в настоящее время у нас очень мало полных и последовательных моделей. Создание теории, которая бесшовно объединяет квантовую механику и общую теорию относительности, и из которой естественным образом вытекает решение для регулярной черной дыры, является одной из самых сложных задач в современной физике. Многие из текущих моделей – это упрощенные игрушечные модели, которые дают лишь представление о том, что может быть возможно, но еще не являются полным описанием природы. Даже если бы у нас была идеальная теория, следующей большой задачей было бы наблюдение. По своей природе ключевые различия между стандартной черной дырой, регулярной черной дырой и имитатором скрыты глубоко внутри, за горизонтом событий или очень близко к нему. Мы не можем просто навести телескоп и заглянуть внутрь. Наши доказательства должны быть косвенными, собранными из тонких эффектов, которые эти объекты оказывают на их непосредственное окружение. Это требует невероятно точных измерений таких явлений, как гравитационные волны, свет от аккреционных дисков или тень, отбрасываемая самой черной дырой. Мы только в начале эры, когда наши технологии становятся достаточно чувствительными, чтобы потенциально обнаружить эти крошечные отклонения. Кроме того, динамика того, как эти объекты формируются и эволюционируют, до сих пор плохо изучена. Процесс коллапса звезды, потенциального отскока или перехода в стабильное состояние имитатора включает в себя сложную физику, происходящую в невероятно короткие сроки. Моделирование этих событий на компьютере требует огромной вычислительной мощности и глубокого понимания того, как материя ведет себя в условиях гораздо более экстремальных, чем все, что мы можем создать в лаборатории. Понимание перехода из одного состояния в другое, например, коллапса имитатора в регулярную черную дыру, является серьезной теоретической проблемой, которая до сих пор является предметом активных исследований и дебатов среди физиков. Наконец, возникает вопрос уникальности. Существует ли множество различных способов формирования регулярной черной дыры, или природа предпочитает один конкретный механизм? Все ли массивные коллапсирующие звезды
превратятся в один и тот же тип объекта. Или может существовать целый зоопарк различных конечных состояний, некоторые с квантовыми ядрами, некоторые с экзотической материей, некоторые как гравастеры. Без большего количества данных и лучших теорий невозможно сказать. Эти открытые вопросы не признаки неудачи, они составляют саму суть науки. Это указатели, указывающие нам путь к следующим великим открытиям, подчеркивающие пробелы в наших знаниях, которые мы должны стремиться заполнить. Наш путь от поразительного решения Шварцшильда до переднего края квантовой гравитации раскрывает глубокую истину о науке. Каждый найденный нами ответ, кажется, открывает дюжину новых, более увлекательных вопросов. Классическая черная дыра с ее парадоксальной сингулярностью когда-то рассматривалась как конечная, мрачная точка для массивных звезд. Теперь она все чаще воспринимается как врата в новую физику, указатель, ведущий к более глубокому и полному пониманию Вселенной. Стремление разрешить проблему сингулярности, разрабатывая теории регулярных черных дыр и их имитаторов, это не просто академическое упражнение, это фундаментальная часть нашей миссии по прочтению книги природы целиком. Ближайшие десятилетия обещают стать золотым веком для этой области исследований. Наши обсерватории гравитационных волн, такие как Лиго и Вирго, становятся все более чувствительными с каждым обновлением. Возможно, скоро они смогут обнаружить слабые отголоски от имитатора черной дыры или специфический гравитационный отпечаток коллапсирующей звезды, образующей регулярную черную дыру. Аналогично, телескоп горизонта событий, который дал нам первое невероятное изображение тени черной дыры, продолжает улучшать свое разрешение. В будущем он, возможно, сможет обнаружить тонкие различия в форме или яркости тени, которые могли бы отличить истинную черную дыру от одного из ее многочисленных теоретических кузенов. Это исследование – нечто большее, чем просто понимание странных и далеких объектов. Оно затрагивает самые фундаментальные вопросы, которые мы можем задать. Из чего состоит пространство-время в наименьших масштабах? Какова конечная судьба информации в нашей Вселенной? Существуют ли новые формы материи и энергии, ожидающие своего открытия? Ответы вполне могут быть скрыты в сердцах черных дыр. Изучая эти экстремальные космические лаборатории, мы проверяем абсолютные пределы наших теорий и расширяем границы того, что мы знаем. Это свидетельство человеческого духа любопытства, что мы можем сидеть здесь, на нашей маленькой голубой планете, и размышлять о внутренней работе таких загадочных космических зверей. Путь вперед сложен, но он также наполнен огромными перспективами. Возможно, у нас нет всех ответов сегодня, но совместные усилия теоретиков и наблюдателей по всему миру неуклонно освещают тьму. Каждая новая статья, каждое новое наблюдение и каждая новая симуляция приближают нас на небольшой шаг к окончательной теории квантовой гравитации. Однажды мы, возможно, наконец поймем, что на самом деле находится в центре черной дыры. И когда это произойдет, это будет не просто победа для физики, это будет глубокий момент в истории стремления человечества понять свое место в космосе. Исследование продолжается, и все самое интересное еще впереди.